Всем большой привет! Сегодня рецепт очень вкусной квашеной капусты без уксуса, сахара, та, которая хрустящая и не перекисает долго. Наверное, уже никого не удивить этим, но я попробую. И оказывается, скалка — это очень нужная вещь на кухне, особенно когда квасишь капусту. Если интересно, зачем она мне нужна, оставайтесь со мной. Не вся капуста подходит для того, чтобы ее квасить. Тут у меня 2 кочана белокочанной капусты. Обязательно нужна капуста позднеспелых сортов. Белокочанная капуста, вот она должна быть такого белого цвета и немного как бы приплюснутая. Такая капуста подходит идеально, она будет сочная и хрустящая. И желательно, чтобы кочан капусты был такого большого размера, где-то от килограмма и больше, будет более сочнее. Справа от меня капуста, она такой удлиненной формы, листья ее зеленые, такая капуста не подходит. У нее листья более жесткие и сухие, она впоследствии не будет такой сочной и хрустящей, как та, которая слева от меня. Из нее очень хорошо делать голубцы, например. Этот кочан капусты весом 400 грамм. У меня из этого веса получится 2 литровые банки квашеной капусты. И нужна еще 1 морковка. Количество морковки на свое усмотрение, кто сколько любит. Ну и, конечно же, скалка нужна. Лавровый лист и черный перец горошком я не добавляю. Морковку можно натереть или на обычной терке, или же воспользоваться теркой для корейской морковки и натирать ее только не длинными полосками, а мелкой соломкой. Тогда морковь будет очень красиво смотреться в капусте, или же просто обычная терка. Разрезаю кочан капусты, удаляю кочерышку изнутри, и теперь надо ее нарезать. Нарезка капусты не должна быть очень мелкой, чтобы капуста сильно не перекисала и была более сочной. И впоследствии не превратилась в кашу. Можно пользоваться даже обычной овощечисткой или же шинковкой специальной с лезвиями. Она у меня уже такая старая, досталась наследство от свекрови. Пользуюсь ею раз в год при условии, если у меня большое количество капусты. Все, капусту я уже нашинковала. Это 1 кочан. Вот эти крайние листья ничего не выбрасываем, дорезаю все ножом. И теперь момент очень важный: капусту не жмякаем, нельзя ее жмякать. Просто равномерно распределяю морковь по всей капусте. И далее буду заполнять банки. Если у вас вот огромное количество капусты, вот у меня целая детская ванночка капусты, тогда, конечно, я просто натерла на крупной терке морковь и заполняю банки. И тут зачем нужна скалка? Ну, это маленький нюанс. Нужна для того, чтобы хорошо утрамбовать всю капусту. Потому что если банка литровая, то это еще при условии, что у вас рука небольшая, такая как у меня, тогда это будет более-менее несложно сделать. А если банка будет 3-литровая, и много капусты, тогда это очень сложно сделать, поэтому скалка очень выручает. С ее помощью можно очень хорошо и плотно утрамбовать капусту. Чем лучше вы утрамбуете ее, тем больше ее поместится, и банки у вас не будут полупустые. Теперь далее на 1 литровую банку я добавляю соль. Соль без горки, без верха. И соль должна быть обычная, каменная, не мелкая, ни в коем случае не йодированная. И добавляю воду. Воды тут уйдет на литровую баночку грамм 100-150, не больше. Холодная, родниковая или же кипяченая вода. Готовила раньше капусту без воды, поверьте, она получается более кислее впоследствии, если ее долго хранить. Поэтому на этом способе я остановилась. Уже готовлю ее только так. Теперь накрываю крышками, оставляю на сутки. Под низ обязательно тарелку. Капуста начнет бродить и будет где-то выделяться большое количество сока. Поэтому обязательно емкость подставляем. Если капусты большое количество, конечно же, 3-литровая банка, 3 столовых ложки соли, заполняю доверха водой.
Под низ миска. Обязательно капуста должна находиться в тепле, то есть в комнате. Прошли сутки, вот капуста уже начала выделять сок, в мисках сок. И теперь обязательно надо выпустить горечь из капусты. Вот для этого и нужна мне еще скалка. При помощи скалки я делаю в середине банки с капустой такое большое углубление до самого дна банки. Конечно же, если у вас 1-литровая баночка или 2, можно выпускать горечь обычной деревянной палочкой или шомпуром, или любым другим приспособлением. Но если капусты много, и это 3-литровые банки, тогда это занимает очень много времени. Получается вот такое довольно глубокое углубление, через которое вся горечь выйдет сама собой в одной банке и в другой точно так же. Получается, мы один раз утрамбовали капусту в банке и больше с ней практически ничего не делаем, кроме вот такого большого углубления. И в таком виде, без крышек, оставляю капусту еще на одни сутки. Капуста находится без крышек, вот с такими углублениями внутри. Когда пройдут сутки, мне останется всего лишь накрыть снова крышками капроновыми. Можно немножко сверху разровнять, чтобы капуста была полностью покрыта капустным соком. Накрываю крышками и отправляю в холодное место сразу же. И вот если у вас 3-литровые банки, вот видите, тут уже я проделала такое отверстие до самого дна банки. И видно, что в банках уже активно начались выделяться газы. И проделываю до самого дна глубокое большое отверстие, через которое выходит вся горечь. С такими отверстиями вся капуста находится в банках ровно одни сутки. Через 3 суток такую капусту сразу отправляем в погреб или в любое холодное место. Вот это одна банка, которую я плохо утрамбовала, без скалки. И вот посмотрите, видите, она полупустая. Можно досыпать, но это лишние движения. И, друзья, зеленый лучок, растительное ароматное маслице, картошечки. И из квашеной капусты очень вкусные получаются вареники с капустой, капустняк. Капуста получается хрустящая, в меру соленая, без уксуса, без сахара, без лишних добавок. Вот, друзья, очень надеюсь, что такой способ заквашивания капусты вам пригодится. Если вам интересным было видео, не забывайте оставлять свои комментарии, лайки, подписываться на мой канал. Ну а я с вами на этом прощаюсь.